Всем привет! Меня зовут Нурлан Сабуров. И немногие знают, но я люблю спорт, физкультуру и здоровый образ жизни. И я приехал специально в Республику Дагестан, в Махачкалу, с яркими представителями ЗОЖ. Это Адам Зубайраев и Тамбим Асаев. Мы сюда приехали, чтобы провести целый день с непобежденным Хабибом Нурмагомедовым. Мы сейчас поедем в школу единоборств имени Абдулманафа Нурмагомедова. Там будет Хабиб, там будет тренировка сборников. И, соответственно, вы те самые сборники, ребят. А ты взял форму с собой? Подожди, Я какую? всегда в форме, посмотри. Он давно забыл ее где-то. По машинам! Чей-то кофе. Так как ты круче, знаменитый, Легкая, легкая. Если где-то колени новые есть. ты не... Я не ускорял лично. Барзометр зашкаливает. Я здесь за эти абрикосы стою. Нервничаю. Вам такое лучше не видеть. Мы через 20 минут доедем. Да. А уже прошло 20 минут? Мы только сели. А сейчас? Махачкала, между прочим, довольно большой город. Миллионник. Ты знал про это? Нет, я впервые, Это кстати, в первый, Махачкале. это единственный город из На Кавказе? кавказских, да. Миллионник. Турники. Пацаны, турники, Сразу я будем, предлагаю турники, чуть-чуть турники не разогнаться. занимайте, окей? О, Турник. пойдем сразу в зал. Если 4 XL есть, то вообще... Салам алейкум. На пацанов есть форма вот 6 XL, вот, потому что это будет... Думаю. Пацаны вот по всей России ищут локацию, где можно жестко потренироваться. И вот мы нашли. Такая была договоренность. Сегодня день спаррингов. День спаррингов. Отлично, как раз. Желание. Так, мы находимся сейчас в главном зале, да? Да. Александр. Как вы? Чего вы смущаетесь камер? Чего вы на Это, кстати, тоже тренировка. Сейчас идет регби, да. короче. Это регби. Не регби, а регбол. Регбол. Первые это придумали вольники. Это еще в 90-х. Где-то 95-е, наверное, наши вольники, когда для разминки они всегда играли. И дальше уже подхватили, но мы это уже лет 20-25 точно играем. А ты как часто бываешь в зале в качестве наставника? Да, я в основном, я сейчас бываю как наставник. Пришел, могу тренировку посмотреть, где-то что-то там подсказать, у кого какие бои, как готовиться, там, я не знаю, там, ну, чисто вот на словах, наверное, можно сказать. А сам я тренируюсь дома. Хабиб, в этом году исполняется 12 лет с твоего дебюта в UFC. Я хотел бы тебе показать одно видео. Что там у нас? Что за вид, да? Вот где будет здесь бои у нас. Бриджстон Арена. О, прямо 20-тысячник. Что, будем покорять? В натуре вид, да? Красивый вид. Что, пацаны, тренируйтесь здесь. И все. Где это проходило? Нэшвилл, Теннесси. Там как раз был твой дебют. Там у меня был дебют. Да, первый раз прилетел. Это, по-моему, был где-то 30-й этаж, по-моему. Первый раз столько высоко. Первая поездка Заселился. еще и в Штаты. Первая поездка в Штаты. Первый бой в такой большой организации. Какие чувства ты испытывал? Для меня я очень сильно хотел увидеть клетку. Я потому что никогда не видел ее до этого. То есть у Не тебя видел, подготовительный процесс был вне октагона? Вне октагона и все другие 16 боев, которые я провел на постсоветском пространстве, я здесь выступал только в ринге или на открытом ковре. Я вот помню, первый раз я ее увидел, по-моему, в день взвешивания. Мы приехали на взвешивание, вот, знаешь, как на вот Бриджстон-арене, там внутри, они взвешивание же полстадиона закрывают, Да. и вот зрители сидят, взвешивание. А здесь на следующий день уже была поставлена клетка, которую пройдут соревнования. Я так зашел и первый раз тогда не UFC клетку, а вообще в общем клетку видел. Я не выступал здесь никогда. То есть твоя первая клетка была в UFC? Да, я очень сильно его просто хотел увидеть и почувствовать. И
Я как юноша, да, начинающий спортсмен, который всегда смотрел бои UFC, и для меня это всегда, я всегда хотел, даже находясь здесь, я просто хотел в клетке выступить. Знаешь, как она по-любому добавляет зрелищности. Знаешь, как ты заходишь в клетку, вас закрывает, и выясняешь отношения. Мы тренировались всю жизнь в зале, где у нас было, вот 70 человек тренируется, один душ. И никогда у нас не было холодной, горячей воды. У нас всегда была холодная вода. У нас в зале было 2 каната, 2 груши и маты. И маты где-то на 200 квадратов. Здесь у нас в борцовской зоне 400 квадратов. У нас всегда было 200 квадратов. И оттуда вышло более 20 чемпионов мира. И 2 чемпиона UFC. Но этот зал я открыл, когда я более-менее начал зарабатывать деньги. Я сразу вот этот ангар купил. Мы с отцом сами лично делали планировку, там, дизайн, как, что, где будет, там, раздевалки, Чтобы функционал столовая. сохранялся на площади. И вот этот зал мы сделали начало 2019 года. Ну, в этом зале отец тренировал только год. Как привить тот голод, который был в том зале, в этот зал? В худших условиях выходят лучшие результаты. Все люди стремятся к идеальному комфорту. Это невозможно достичь. Даже когда у тебя есть все, тебе хочется еще что-то где-то добавить. Ну, а когда у тебя нету ничего, тебе же нужно это все. А стремление это больше, когда тебе нужно все. Голод управляет людьми. Если ты не голоден, ты не будешь просыпаться, ты не будешь ничего делать. Все, левой, правой, апперкот. Знаешь, Это засчитывается как тренировка? Если где-то колени новые есть, легкая. Ты когда последний раз бегал? Что он только разговаривает. Посмотри на него. тренироваться. Мы вас не держим. Сейчас бороться начнут, я тебе пару пар там. Да, пацаны. Аккуратно. Может, в ускорение уйдем? Давай. Пошли. Просто в качестве эксперта, Хабиб, что делают они не так? Ты знаешь, как быки пашут на поле? Быки? Да, их за нос ведут. Это вообще не так, да? Да, одному надо за нос взять. Вот одну, ты же понял, да? Ага. Тяни. Отсюда что? Их надо на прогиб. Вот так вот, опа. Салам алейкум. Как дела? Мы, когда первый раз с тобой познакомились, это было в Абу-Даби на UFC. Ты где-то видел видео, где я работал на лапах. Да. Спросил, ускорял. Ты выставлял. Да, Адам это зафорсил. Я не ускорял лично. Это ускорял? возвращаясь к этому вопросу. Я тогда пошутил. Да. А кто тогда пошутил. ускорил? А кто? Нет, там руки были скоростные. Да, вопрос к тому, что... Ты к чему клонишь? Так, ладно, уже ни к чему, наверное. после Он такого. будет отмазываться. Поймайте его за руку. Вот, боец ЕСЕ, боец Беллатор. Пожалуйста. Но это разные весовые категории. Это у Гаджи такая привычка, берет маленьких и вот так занимается, вот, как называется это, притеснение. Когда ты сейчас уже в качестве наставника, в качестве секунданта выводишь бойцов своей команды. Нервничаю. Они тоже для меня очень близкие люди, и любой их результат я принимаю очень близко к сердцу, да. Их успех или там поражение. Там. Я ассоциирую эту клетку, я туда выхожу и выясняю, кто здесь? сильнее, и я контролирую ситуацию, да. Я могу где-то приложить усилия. Там, Все зависит от тебя. да, А здесь я здесь только разговариваю. Я здесь уже разговариваю, и они дерутся. И ты не можешь ничего контролировать, ты можешь только говорить, а это не моя тема. Вот этот момент, который я оставил, например, спорт, октябрь 20 и вот после этого 21 22 эти 2 года на мою голову закинули очень много седых волос. И для меня это очень тяжело проходило. Здесь у нас понятно, это 400 квадратов чисто борцовской зоны. Клетка, сюда заходят, здесь, конечно, чтобы чувствовать клетку. Тот размер, который в UFC. UFC, да. Здесь можно Здесь за 5 у нас- минут даже убежать, в принципе. Не, ты уже здесь, если против хорошего соперника, ты никуда не убежишь. Поверь мне. Это зона груш здесь работает, потому что людей много. Идем дальше. зона- Там зона такая, мячи, веса, там добивание на груши там и так далее. Работа на покрышке. Мое мнение, что вот самое главное, это он там происходит. Это и есть единоборство. Борьба, возня, спарринги. Это и есть фундамент. А многие хотят построить фундамент на физической подготовке, на
вот на фитнесе, там, Да, на да, кроссфитах. на этих показателях. Не-не-не. Сперва ты там делаешь, а если у тебя там не выжили, если у тебя есть сил, приходи и здесь доработай. Воркаут-зона. Эти люди чем вообще здесь занимаются? Пацаны, у вас уже заключительная часть, да? Вы заканчиваете? А ты в любой момент, как не приходишь, у нас начало тренировки. Мне всегда нравится, что у вас форма и для спорта, и для еды всегда И для одинаковая. сна. Пойдемте кушать пора. Суперсхватка, тебя позвать сказал. Я боролся с ним. Его зовут Рамазан, если что. Пожалуйста. Красивый, симпатичный. Подожди, ты женатый? А, он занят. Там что-то творится, походу. И сам 10 штук на ком поставил, у них по грэпплингу 6 минут схватки. Ну давай я от себя тоже поставлю. Столько. Не стой. Я не сказал 100. Я сказал столько же. Я тогда тоже. Подожди, сюда иди. Подожди. Поставим так. Так как ты круче, знаменитый, ты на лапах лучше Подожди, не работаешь. Давай 50 тысяч ты, 40 я и 10 тысяч ислам. Что, округлим пацанам. Хорошо. По-братски, покажите нормальную борьбу. Не нужно здесь кого-то жалеть, там, покажите нормальную борьбу и все. Как я их наслаждаюсь. Я хотел просто уточнить, Нурлан, если что, это все не в тенге. Да, это... Не в тенге. Рубль. Чуть-чуть. Все, 100 тысяч рублей. Все, давай, начали. За круг выйдите, за круг. За красный. Это очень хороший уровень, оба. Оба очень хороший уровень. По баллам же, да? Да, там он судит по ACB, джиу-джитсу, да, у него. Давайте я понять хочу, кто болеет за Абдурахмана? Кто за Шару кто? Андийцев много, походу. Танко, андийцев много дали, я сразу... Поделится, походу. Сколько время, Мурат? Вот 3,5. Хорош, взял. Нагрузил Абдурахман, нагрузил. Я думаю, там и без сотки, мне кажется, такая же борьба. Вряд ли бы они друг друга... Не, они не будут уступать. Надо бороться нормально. Хорошо, Шара. Шара, пойди с корпуса. Корпуса пойди, он ноги тебе не даст, он боролся всю жизнь. Адик, руки снизу. Хорошо, прижимай. Я вешу 92. 92, да? Ну, сегодня у меня 93 было. Я тоже 92. Мура, смотри. Так закончил на 0. Не, смотри, все же согласны, что они реально рубились. Рубились же даже, постановы не было. Давай по полтосу поделим им все. Они хорошо зарубились, давай не будем кого-то там ущемлять, ломать, Шара тоже нормально. Давай мы по полтосу разделим. Смотри. Подожди. К нему в директ свои координаты скинь. Я как раз в директе не отвечаю. Нет. Спонсоры и бойцы. Однажды ты отцу сказал, что тебе приснилось, что ты поднимаешь пояс UFC. Это очень много раз у нас бывало. То есть я жил этим, мечтал, тренировался, стремился, и у меня очень много раз бывали сны. Угу. Ну, я, конечно, с этим делился с отцом. Полгода один раз мне мог присниться очень большой, серьезный сон, там, где я кого-то роняю, все там, Да. аудитория большая. В исламе, в религии есть, как сны толкуются тоже. Ну, читал, узнавал про это, и большинство ученых говорят, что лучше скрывать сны. Ну, конечно, я с отцом делился, у меня много раз бывали сны, вещи сны, которые что-то мне приснилось, потом это случилось. Твоего нет пояса веселья? Здесь нет, у меня дома. А у тебя же их много, по идее, нет? Должно. Поясов 4 имеется в пояса. виду У не меня только 2 старых, UFC, 2 новых. а еще... Вот, старых, не, два. UFC-шные, которые, они же не один же там всегда Нет. защищаются? Я с Яквинтой и с Конором у меня вот 2 старые пояса, которые, помнишь, Да. старый дизайн. Да. И Ну, новый, это оба. Какой тебе Смотри, больше нравится по дизайну?
По дизайну старый нравится. Вот он такой более... Ну, я потому что с детства, она же как, ним она же не ассоциировал. менялась, да? Да. И всегда именно вот этот пояс хотел. Ну, он красивый, да, но для души внутри нравится больше этот. Пока Я, что? честно сказать, я их даже после того, как выиграл, я их ни разу не видел. Клянусь, не видел. А где они просто дома лежат? Они дома лежат. Она вот на окно поставила, все, они вот так же лежат. Что за окно скинешь местоположение? Ты до 7 класса говорил, что у тебя были одни пятерки. До 7. А мне интересно вот что. Когда ты выигрывал соревнования в юношестве, мне именно вот детство. Шестерки пошли потом. Прикинь, я до этого никогда... убрать из кадра? Я до этого никогда ничего не выиграл. Граната там? До этого ничего не выиграл? Никогда До ничего. 7 класса? Да, никогда не выиграл. Не выиграл. Не может быть. Да, никогда у меня не было первой медали. Есть такой подход у каждого человека, там, своему ученику или сыну, там, когда человек, где-то у него неудачный опыт, и ребенок ждет, ему же это не знакомо, он ждет, какая будет реакция близких людей. А когда нет это же у нас реакции, как, и легче, проиграл да? позор. Это же такая тема у нас. Да. У меня, у отца был такой очень правильный подход к этому. Он никогда я не помню, чтобы он меня ругал из-за соревнований. Такое я вообще никогда не помню. Это уже, когда я уже взрослый был, где-то с боя приехал, мы уже взрослые. Мы уже обсуждаем, как, Ошибки что, где-то. конкретно. Ну, когда я был молодым, он даже со мной работу над ошибками не проводил. Он мне не говорил, вот там ты вот так должен. Нет, такого не было. Отец говорил, выступил, все, ты уже сам знаешь, что ты делал, чтобы стать лучшим. И что тот, который у тебя там выиграл, делал. Значит, он был лучший, тебе надо работать, единственное. И вот такой в случае победы? подход был таким. В случае победы тоже такого не было. О, сынок, иди сюда, красавчик. Я Ну вообще да, такого, чтобы- я не то, что в случае UFC тоже такого не было. Кстати, можем перейти, я вижу, столовую? судя по столовую. звуку, Покушать. это твой живот? Да. О, салатик! Так, после тренировки что нам? После тренировки, после Что нам после жесткой тренировки? тренировки. Вот это что ребята. такое? Это жульен? Есть Наша, ощущение, наша. Есть ощущение, что Передай он- мне тоже, он пожалуйста. все возьмет. Я буду гречку с котлетой и чуть-чуть пюре мне, пожалуйста. Все. Ты что будешь? Не, я жалею, не буду. Честно не, сказать, я- попробуй пирожки здесь нереально. Я вот думаю, Да, с картошкой. Мне хватит. Кстати, когда... Я просто и не завтракал. Ну, раз мы на камере, я так решил так с вами. что мы Потому поели, что я не Тамби, считаю завтрак. смотри, сейчас Тамби 3 тарелки закажет, чтобы на его фоне показаться нормальным, я себе 1 тарелку закажу. Я вас спасу, братья. Хотите 5 тарелок делайте. Он думал вообще вот эта тарелка, Хабиб. Я как считаю, вот как потренировался, вот на таком же уровне должен поесть. Оставите нас наедине с тарелками пообщаться. Да, Или вам как? такое лучше не видеть. Да. Такое лучше... Гигантский опыт. Очень много ярких, ключевых моментов UFC, исторических моментов. Один из которых, наверное, многим, кто мало интересуется смешанными единоборствами, но даже до самых не интересующихся даже спортом дошел тот случай, который случился с Макгрегором. Мне лично интересно, когда ты его уже душил, когда уже там не было шансов, когда уже были даже скорее подозрения, что потеряет ли он там сознание. Тебе задавали вопрос, если бы не было судьи? Отпустил бы? Да. Да, не отпустил. Мгм. Потому что этот момент, где ты максимально, где твое эмоциональное состояние доходит до Пика. пика, потолка, можно сказать, я думаю. И все справедливо, я думаю, что он и я, мы знали, на что идем оба. Это не просто там, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, мы выходим и выясняем, кто лучше. Чтобы не оставалось вопросов. Да, но, конечно, это не насмерть. Убил бы я его? Я думаю, нет. Я думаю, не убил бы, но до потери сознания это точно. Мгм. Но сконтролировал бы я вот этот момент, это уже мы Да, никогда это не уже. узнаем. Это уже мы никогда не узнаем, но вот до какого момента держал бы, это хороший вопрос, не знаю. Ты завершаешь бой. Судья останавливает. Ясно, что ты победитель. Вот в эти секунды, а там иногда даже кажется, что миллисекунды,
что происходило у тебя в голове? Я помню до момента, пока я вот, если, я не знаю, вы обратили внимание или нет, вот как Рональдинho показал налево, ушел справа. Да. Когда я охранника качнул налево, он не успел направо качнуться, он чуть большой был. То есть ты еще этот момент контролировал, что там охранник? Ну, показал сюда, я понял. Но я не думал, что до этого дойдет, пока я, выпрыгнул. Меня же тоже провоцировали. Я когда дрался, оттуда постоянно крики тоже были, да. Там что-то говорили вот так вот. Но я понимал, что на нем не остановится. Ты помнишь, что ты говорил Конору, когда он уже ничего не мог делать? Не, когда дрался, постоянное общение у нас было. Говорил, там что-то, где-то что-то на камеру попало, что-то не попало. Общения было. Но с углов тоже мне кричали. С его угла мне тоже кричали. У меня в голове было, что когда все закончится, мы за кулисой продолжим. У меня так было в голове, но, видишь, он там крикнул, я подошел, он потом еще раз что-то крикнул, дальше уже особо у меня прерывается. Дальше уже на рекламу. Фрагментами, да. На тот момент это все было, вот эта злость и так далее. Я на тот момент был сфокусирован на то, чтобы вот стоять рядом с братом и смотреть как бы по сторонам, чтобы безопасно, чтобы там не было, там может кто-то там может, которых я не знаю, может что-то сделать, напасть там. А ты примерно понимал, вот, что после боя может такое произойти? Ну, я потому что знаю своего брата и понимал, что будет. И я несколько раз, я когда видел, он капу кинул и уходит к сетке. Я вот несколько раз пытался подняться, меня спускал этот Зубайра, говорит, подожди, там Хавьер еще и охрана там. Я уже не помню, я уже оказался на той стороне. Да. И смотрю, короче, рука прочесалась, короче, полетела мое. Я смотрю, этот уже здесь, как Конор уже здесь, на сетке меня бьет. Я такой думаю, ты только что закончил, ты хоть куда лезешь, иди отдохни, короче, здесь. Когда увидел, что Хабиб за сеткой, он же там один в этот момент находился. Вот твоя мысль? Я пошел за ним, куда он, туда и я. Но я не знал, он на кого хочет напасть. Там же Дилан Деннис сидел, да? Потом я это узнал, но я не знал, что он хочет именно на него напасть. Да. Он просто запрыгнул туда, и я хотел за ним пойти, и этот меня ударил с этой стороны. Потом, в руках, ты про папаху? Папаха, и оттуда произошло, что папаха швырнул. Папаха не шмальнула, брат. Папаха не шмальнула. Ну, папаха рука была, не хотел ее отпускать. Да, я еще так смотрел, ты ее явно не хотел куда оставлять, думаешь, что может кто-то забрать же. Либо что-нибудь сделал. Ну, ты же сам понимаешь, что у нас на Кавказе это папаха, и как ты смотрел бы со стороны, папаха упала, и... Тамбей, скажи за что-нибудь. Вы вроде... Папаху не роняй, брат. Почему вообще это все раскачалось? Потому что видно бывает, что когда двое, они раскручивают, чтобы после боя сказать «извини, это только бизнес». Да. А у нас так не было. Да, потому что он говорил дико неприятные вещи. Жалел ли ты какой-то период, что ты выпрыгнул? Я вот сейчас, я могу сказать, что сейчас я бы не выпрыгнул бы, но, может быть, если я там оказался бы сейчас, а может, выпрыгнул, ну, кто знает. Это тяжело предугадать. Жалею ли я? Ни о чем не жалею. Потому что жалею, что вот пошел за целью, не получил. У меня же там чуть другая цель была. Да. Какая-то, знаешь, какая-то недосказанность, недоработанность тоже, она присутствует. Встречались ли вы после этого? Нет, не встречались. Нет, ни разу. А здесь они уже... Здесь все голодные, что ли? Я всех привел. Нет, мы будем есть, они будут смотреть. А так, ребята, вы не удивляйтесь, только что диссертацию защитил. На пятерку? Сам готовился. Да. Огород у нас был, потом коровы у нас, бычки у нас на откорм всегда были, я вот всегда помню. За этим, потом учиться надо утром вставать, потом не тренироваться, варианта нету. Отец совет, мне тоже надо вставать до школы. Знаешь, в каком армейском режиме у меня вот так проходило. Не проходило, а прошло все детство. Люди приходят в гости, и там, например, мама не может заходить их обслуживать там, и так далее. И мама на кухне, отец в зале, и вот этот... Ты мостик. Я, короче, подай, принеси, убери. Так люди придут, сядут и...
там час-два, как будет еда, потом у нас же как бы человек пришел, гость пришел, все лучше ставишь на стол. Потом чай это принеси, как подал, как этот. Короче, все уходили, потом в конце работа над ошибками. Аналитика. Не надо Так, было вот так, долго вот так. стоять. Чтобы, да. если что, отзывы. Это такие моменты. Потом я знал, что сейчас отец будет сейчас позовет, и у меня суета бывала. Вот сейчас начнется у меня сейчас этот. Где-то что-то не сказал, не так поставил, это сделал. А потом уже, я уже к 10 годам я уже профессиональный был. Приходил, что убрать, обувь, там, вещи забрать, там, это сделал, то сделал. Там, в этом моменте я уже к 10 годам, у меня уже такой опыт большой был. Мы же все были молодыми, да, подростковый возраст и так далее. Было очень много историй там. Мы когда вот приехали 2000 год в Махачкалу, он на 1,5 года старше меня. Ага. И приехали сюда в Махачкалу учиться и заниматься. Там в селе, там раньше особо такого не было. Там, ну, спортзал был, но хотели как-то получить образование и учиться здесь в школе и заниматься спортом. Приехали когда сюда. Хабиб поступил в турецкий колледж. Я поступил тоже, не знаю, ну, устроился или, ну, отправили в школу, вот 38-я школа, вот. Ага. Вот. Я учился в селе в 4 классе. Я сюда приехал, как учебный год закончился, и обратно же начал учебный Четвертого класса. 2 раза закончил. Да. Получается, Уверенно зашел туда. 2 раза 4 закончил, это 8 получается. Получается, 2 раза 4 защитил. Да. Поезд, у меня поезд 4 класса. Одна защита есть. Когда вот чуть позже приехал мой старший брат сюда, в Махачкалу, к нам, мы его часто избегали. И мы говорим, чтобы войти в нашу компанию, тебе надо с кем-нибудь подраться. Опа. Чтобы вы его вместе Да, чтобы в брать. нашу компанию типа войти. Да, хотя бы брать. Да. Нет, так-то он брат, но просто компанию такой этот. Да. И Хабиб говорит, сейчас с первым, который встретившимся, будешь драться, короче. Идут 2 брата. 2 брата дзюдоиста. Ну, почему? Как назло, да? Не, мы потом узнали, что они дзюдоисты, мы потом подружились с ними, и сейчас тоже, когда видимся, здороваемся, и потом... И деремся. Один мой ровесник, да, а другой, постарше моего брата, этот ровесник. И что, вот так потом подрались, и вот так компания, как это, вошел в нашу компанию. Получается, и они тоже вошли в вашу компанию, они тоже подрались. Они теперь тоже Нам братья. всем понравилось, мне кажется. Все, обстановка. все, кто дерется. Братья, вот так деретесь даже, можем мы тоже с вами. Не, ну часто Хабиб с кем-то дрался, не знаю. На улице. Да, на улице. Да, Именно. приходилось из-за меня, Да? да. У тебя было бурное, да, такое юношество? Бывает такое, если ты не тянешь, Да. брат подключается. подтянется. Да. До 20 лет как раз тот возраст, когда ты неосознан, плюс кровь такая горячая, то есть эмоции зашкаливают. Были у тебя случаи, когда отец за тебя, может быть, стыдился, либо тебя отчитывал за то, что ты делал? Ну, все мы были в подростковом возрасте, там, в 16. Проявлял ли ты? Или у тебя настолько был график четкий, что у тебя даже не было момента и времени проявить себя так, не так, как был план на тебя? Не, я в определенный момент я был тяжелым. Возьмем с 16 где-то до 21. Где-то до 21 я был такой тяжелый. Как проявлялось это, мне интересно? Как исправлялось или проявлялось? Как проявлялось. И потом уже как... Как Исправлялось, я думаю, исправлялось, есть... Да, был человек, который Да. в этот же момент, когда находил и Да, исправлял. для меня был человек, который был рядом, который исправлял. Как проявлялось? Я думаю, что плохая компания. Я думаю, что это где-то проявлялось из-за того, что вот 16-17 лет, когда ты начинаешь обретать какую-то силу, навыки, и у тебя нету мозгов, потом у тебя определенные люди вокруг тебя, которые отец мне всегда говорил, что вот такие люди, они тебе друзьями не могут быть, у тебя с ними разные цели. Ну, на тот момент ты же не понимаешь. У меня была определенная ситуация, вот, и мы где-то в 11 стоим в одном месте нехорошем, и отец мне звонит, а я же не вижу, что он меня видел. А я смотрю на телефон,
делаю на беззвучный, ставлю в карман. Ага. Прихожу домой, он говорит, я тебе звонил. Там через пару часов, а я же не подозреваю, что он видел. Я говорю, да, звонил, у меня на беззвучном было. Потом он разломал телефон, сказал, телефон, который ты от меня не поднимаешь, тебе не нужен. Ну и были там определенные санкции. Я считаю, что на тот момент меня нужно было исправлять. Вот так все решения, которые отец сделал, со временем я понимаю, что только именно вот такой подход мне подошел. Да. Я удивлялся. И до сих пор тоже удивляюсь. Когда мои друзья, например, они могли домой пойти там в 2 часа ночи. Я им говорю, отец что говорит? Да, не нормально, он спит. Я удивлялся, я думал, вот у них отец хороший человек. Но сейчас я понимаю, что у них отец не хороший человек был, который не контролировал 15-летнего или 17-летнего своего сына, что он должен вовремя домой приходить. После 9, если я домой приду, все, у меня следующие там, недели 2 были санкции. Просто интересно, какие наказания? Помимо очевидных. Ну как ты думаешь, меня как можно было наказать? 17-летний Хабиб поломал ухо, только-только начал вот заходить в взрослую жизнь. Как ты можешь меня наказать? Да. Только силовой подход. По-другому как меня удержать? Я всегда завидовал людям, которые говорили, меня ремнем только. Я говорю, вот у них приятное наказание было. А у меня отец же с навыком. Доброе утро просто. По 3 видам спорта, мастер спорта был. Ты прикинь? Там что за навыки? У него был выбор. Там был, хочешь борьба, хочешь дзюдо, хочешь полетать. Ты хотел полетать? У меня были полеты тоже. Так что я очень сильно благодарен отцу, который меня удерживал, да, вот это все. Держал меня и направлял. Без этого тяжело было бы. А где-то, с тренировок я никогда не пропускал. Я вот, что бы ни было, я никогда не пропускал. Для меня всегда было в удовольствие тренировки. Я всегда был первый, последний уходил из зала. И с отцом приходил, с отцом уходил. И... На протяжении всей жизни. 30 лет. Да. Не было ни дня, когда ты думаешь, пойду на компы. Я не знаю. На компы? Нет, да. Туда ходил. Бывало, что ходил, после тренировки. Получал, потом на тренировке. Отец у меня тренер. Как я пропущу тренировку? Хорошо, я дома. Да. Как не пришел на тренировку, что дальше? Да. Ты где был? Дома был. Как дома был? Да, во что рубился на компах? На компах? Смотря какой год. Самое первое твое знакомство с компьютером, интернетом. Старый Red Alert. Red Alert, потом Махачкалу. Red Alert не понимал? Не. Pentium только я помню. Pentium 1, Pentium 2. Не, это старое. Ты же старше меня. Нет, мне 32, я даже забыл, сколько мне. Ты что, младше меня, что ли? Да. Я так плохо выгляжу, я не понимаю. Пошутил. Смотри, 99-й год переехал на компьютер, первый раз играл 99-ю FIFA. А до этого играл в селе, PlayStation был. Не всегда попадалось. Времени не бывало. Просил ли ты у своих родителей что-нибудь? Условно, ты пришел и говоришь, вот медаль, вот кубок, купите PlayStation, купите комп. Были ли такие просьбы? Нет, возможности не было, я знал. Не было возможности там. Это невозможно, и никогда не просил. О чем-то грезил, что ты хотел дома иметь что-нибудь такое? Да не, вот если нормальная одежда будет, хватало. Там, я не знаю, там кроссовки, там, или там... Кроссы какие? Кроссы старшего брата же все переходило. Будет носить там 3-4 года потом ко мне. И если в хорошем состоянии попадут, это счастливый момент. Был сад, не садик, сад, просто сад, деревья и так далее. И было такое, что вот с района пацаны приходили туда воровать что-то там, черешню там и так далее, абрикос. А мы там рядом жили, прямо вот наш дом, как с дома выходим в футбольное поле, и через футбольное поле там уже Типа ваша территория была, из нашего сада. Садовский, да? Это мы отсюда. Садовские. Да. Я Так, здесь за ребята- эти абрикосы стою. И ребята заходили в сад, не знаю, как назвать, воровать или брать. Не, угощаться, я бы сказал. Угоститься, не спросив. Вот так вот. Да, И когда они выходили, вот уже своровали. с угощениями,
Ну, своровали очень Самоугощение. жестко. Да. Самоугощение. Да, я говорил, ребята, чтобы выйти отсюда, надо с нами поделиться, короче. О, ну точно садовские, точно. Понял же? Да, и вот, Нормально. Поделились они? Да. Сразу же? да. Недавно вышел сериал «Слово пацана». И есть история у тебя, связанная с этим сериалом, с актером Иваном Янковским. Если в 2 словах, что это за история? Я посмотрел сериал, и у меня вышла его страница. Не знаю как. Случайно, вот где это. Интересно или где это бывает. Я зашел, и у меня есть такая привычка. Если я на любого популярного человека нарываюсь, я открываю сообщение. Я смотрю, может, он мне писал. Просто я так сталкивался, там это было с Ибрагимовичем, с Рюдигером, там, я не знаю, со многими Да. звездами, да, так скажем. И я так проверяю. И смотрю, так открыл, и он мне писал не 2 года назад, не 3 года назад. И мне очень интересно будет и важно, когда люди писали до того, как я стал знаменитым или чемпионом, или после. Ну, после это понятно. А когда до, я так еще посмотрел, я почему ему ответил, он в 2016 году писал. Я еще не был чемпионом, я еще не был уже настолько всё равно. популярным. Он там Да. после Майкла Джонсона, моего боя, он мне написал, что он там верит, что я лучше буду чемпионом там, и так далее. И я ему ответил, конечно, и это не думал, что он выложит. Он через секунду это выложил. Я думаю, он... Не, по-моему, он маме отправил. Да, мама рассказала об этом случае, на самом деле. Да. Что такое было, короче. Да. И я думаю, что... Ну, вот так и было. Сейчас, кстати, мы можем выяснить, у кого сильнее удар. Побьем, Проверить силомер, удар? да. Проверять Это удар. же кофе-аппарат, брат. А мы на нем и проверяем. Кто первый? Ударов. Отойди. Пожалуйста, добрый вечер, здравствуйте. Ну, 7-7-3. Неплохо для первого удара, довольно неплохо. Что довольно неплохо. Вставай, бей. Не-не-не-не, давай там бей. Не снизу только. Ай, блин! Это Вот рекорд, он, мне кажется. заявка на победу. Это рекорд. Я жажу-жажи. Адам. Слушайте, это засняли? Мне кажется... Я просто самый младший, да, здесь хочется выступить. Не, ну, зато красиво. Ты СОС, ты написал не 505. Помогите! Просит о помощи. Да. Ну, Давай. и, собственно, посмотрим, ускоряет он видео или нет. Дамы и господа, Ну-ка. прямо сейчас. Так сильно бывает. Вот это сильно удар. Ну это очень сильно. Смотри, все, она... Тамби. Тамби выиграл. Нет, Среди не троих. ну, Среди троих. Тут без шансов. Не-не-не, я тоже сильно не был, я думал, вы этот... Не-не-не, брат, он выиграл. я просто не женат. На данный момент, что для тебя работа? Основная Основная занятие? работа. Да, именно интересно, чем у тебя заполнен день в качестве, кроме тренировок. Ну, Если... семья, дети, мама, потом там есть брат, там, я не знаю, там племянники, племянницы, потом есть сам, потом надо кушать, спать, тренироваться, знаешь как, потом есть какие-то бизнесы, столько всего бывает, честно сказать, очень много этих бывает. Ну, обязательно я должен, когда я здесь дома, я должен обязательно маму увидеть. Но мы-то в одном дворе живем, в одном доме. Где мы находимся, там, между другой прочим. там ресторан, там другие там какие-то там свои бизнес-проекты. Я стараюсь, у меня там люди работают, но я стараюсь тоже сам заходить, потому что интересно будет сам процесс вести. Как часто вообще тебе предлагают в плане Залезть в темы. темы, да? Как предлагают часто? Алло. Да, каждый день. Есть 10 миллионов. Самое глупое или самое, может быть, не знаю. Беспонтовая тема, куда я попадал? Да, например. Где-то вот прогорел жестко. Самое беспонтовое, когда ты лезешь, не зная, что это такое, скажем, вот, чтобы для молодых было, в криптовалюту. Есть такое. Ну, а криптовалюта это 80-90%, это то же самое казино. Вот все, что связано вот с этой криптовалютой. Есть определенные большие гигантские монеты, там 2, 3, 4 там, или там. А все остальное, это все сегодня поднимается, завтра падает.
И вот у меня было пару раз, я не зная вот этот момент, не изучив, поверив людям на слово, зашел. И я после этого принял решение, что в любом бизнесе, который я буду заходить, я сам, если я сам не контролирую и сам не понимаю, что там вообще происходит, и сам не буду следить за всеми вот этими операциями, то я в бизнес не буду заходить. И у меня вот для молодых тоже совет, когда вам говорят, что вот там же вот эти люди, которые рассказывают, они так красиво это говорят. Да, это вот Ты слушаешь, и у тебя слюни текут. 300% завтра. Ну просто надо найти правильного инвестора. И все. Вот здесь нет, Это очень не влезайте. тяжелый момент, особенно когда подходят близкие люди. Когда ты им не можешь объяснить, оставь, тебе это не надо. Ты меня Легче втягиваешь просто деньги дать. в вещи, в которых потом тебе тяжело будет ответить, и мне тоже будет неудобно с тебя спрашивать. Вот мы находимся здесь, в кофейне «Папаха». Ты к нему имеешь отношение. Как раз именно то, что ты знаешь. Кофе, еда, по большому счету. Тут, как в криптовалюте. Тут Я не сказал бы, что я здесь сильно. специалист такого большого уровня, но уже за эти последние пару лет я чему-то научился, да. Я когда начинал вот это все, мне нужно было, чтобы я куда-то не ходил, чтобы свое местечко было. У меня даже не было цели, чтобы она зарабатывала. Например, у меня там где-то каждого человека домой тоже не приведешь. Встречи. Да, что встречи проводить, а куда-то в какие-то заведения ходить тоже мне тяжело было. Куда-то Просто свой заходишь, ресторан лучше приходится открою. там... Я-то понял, Матко. Ну, бывает, что я пришел к этому. Не, я к этому пришел, я не смог. Прикинь, это для меня в 2007 году, да ничего, потом откроешь свой ресторан, будешь людей принимать. Да не, как- Продукты Ну, так пришел к тоже, этому. за продуктами ехать, не, свой. Свой магазин. Не, продукты здесь мы с Москвы. Это уже как будто мистер Бист. Кстати, мне интересно, вот в плане бытовом, в смысле, ты вот ходишь за продуктами, бывает такое, что вот пришла квитанция за отопление, и ты смотришь, там пени накапало, и ты идешь в ЖКХ. Это что такое? Да. И они исчезают вот так. Наверное, один из также ярчайших моментов твоей карьеры, это было ее красивое завершение. Во-первых, оно было эмоциональное, супер сентиментальное. Люди, которые мало интересуются единоборствами, тоже увидев этот момент, что ты, ссылаясь на то, что мама сказала, нужно завершить. То есть это был супер трогательный момент. Было ли у тебя желание уговорить, или, может быть, ты попытался переубедить маму в этом? Или это принял сразу же с первого раза и больше к этому не возвращались? Не, никогда не возвращались. Не возвращались. Как такового, знаешь, как сел и переговоры какие-то с мамой тоже не были. Она выразила свое мнение, позицию, я понял, но я никогда насчет этого ни с кем никогда не обсуждал, не разговаривал. Я сказал маме, что нужно этот бой мне сделать по-любому, потому что был Тони Фергюсон на горизонте, и появился уже такой с хорошей защитой, там, который убрал Тони, который все говорят, что и меня уберет, это Джастин Гейдж, и, знаешь, как-то осталось бы, знаешь, как некое, он там временным чемпионом стал. Да. Там, на тот момент уже мама уже не хотела, да, чтобы я выступал. Я уже сказал, давай я концовочку сделаю, и я завершу. Но я лично знал сам, когда я заходил в октагон, что это мой последний бой. Я знал, я уже, когда уже даже зашел в октагон, уже первый раунд там, я уже скучал, выступая. Был уверен в себе, что больше я никогда не выйду в октагон. Я просто знал. И это я шел как на последний бой. Я хоть и на этот бой подготовка была у меня очень плохая, ужасная. Точнее, не в плане подготовки, а в плане травм. Я был в больнице 7 дней. Потом вернулся, потом палец сломал. Знаешь, как тяжелая подготовка была. Но я ни с кем не делился, я просто говорил, что я по-любому выйду на этот бой. Я понимал, что если даже будет тяжело, у меня есть багаж, откуда я буду черпать силы. Я еще в UFC никогда не показывал своих предельных возможностей. Когда ты попадаешь в тяжелые моменты, ты вытаскиваешь все, что у тебя есть. Да. Ну, такого не было, что я прям вытаскивал все, что у меня было. И я туда, когда выходил, я понимал, да, я болел, это, но у меня же еще есть в запасе характер,
где я могу уже и на характере пойти, и на опыте, и на навыках. Ты много упоминал, все знают про влияние отца в твоей жизни, в спорте и во всем остальном. Мало кто знает о влиянии мамы, кроме как большого, громкого завершения, что это именно ее решение. Мне интересно, есть ли история какая-нибудь из детства, юности, может быть, во взрослой жизни, которая ее как-то описывает, потому что ты не так много говорил о ней. Мама — это человек, который воспитывает детей. И я, конечно, не был исключением. И очень большой вклад внесла в меня мама. И то, как воспитала, помогала, поддерживала. Это как отца человек дома, короче. И знаешь, как иногда думаешь, что она на твоей стороне, а потом выясняется, что это она, короче, отца человек. Иногда, знаешь, как в детстве же бывает, там, ты думаешь, что вот мама с тобой, это раз, отец пришел, оказывается, мама не с тобой, а мама вместе с отцом там на другом берегу. Да, так. И да, у нас мы особо не рассказываем про женщин, потому что женщины у нас, они в тылу. Они в тылу. А тыл очень важен. Безусловно, да. Без такой поддержки в тылу тяжело быть на передовой. Так что мама огромный вклад внесла. Она всегда была домохозяйка, дома никогда не работала. Но дома работы очень много было. Смотрела ли бои? Она говорила, не может смотреть. Потом, когда бои там заканчиваются, она там и то полный бой не посмотрит, там где-то нарезки. Вот так, где руку поднимает, все, ей хватает. Просто после, опять же, завершения спортивной карьеры ты упоминал, что хочешь больше проводить время с семьей, в первую очередь с мамой. Прошло уже несколько лет после завершения. Удается ли как-то вместе проводите ли, как-то наверстываешь ли ты упущенное, скажем так? Да, конечно. Вместе живем. Вместе живем, она и в селе, и здесь в Махачкале у нас один дом. Да, каждый день. Когда я дома, каждый день видимся. Она воспитывает моих детей, так что в этом плане, да, удается. И очень много удалось. Наверстал, удалось. И, конечно, сейчас после отца она нуждается во внимании, в поддержке, которые мы, как дети, обязаны и делаем, да, вот стараемся. Да. В этом плане удается. Про твоего отца многие только хорошее говорят. Оказывало ли на тебя это давление? Особенно, когда ты сам стал отцом, и когда по твоим детям будут, там, возможно, судить о тебе. Сколько тяжело быть отцом. У меня у самого дети, поэтому мне интересно вот с этой точки зрения, когда у тебя есть пример, который был с тобой всю жизнь, и каково это соответствовать? Тяжело ли это? Ну, передавать то, что отец ко мне передал, я думаю, да, тяжело, потому что в отличие от отца, отец был 24/7 дома. Ну, это с одной стороны. Но с другой стороны, отец не был настолько популярен и знаменит, как я, например, да? И в отличие от моего отца, у моих детей... Будут другие сложности. Сложности, и у моих детей богатый человек, отец, знаменитый человек. А у меня отец не был богатый и знаменитый. Он был со знаниями, навыками, дисциплиной. И со своим стилем, методом к подходу ко мне. Первое место у отца всегда был личный пример. В спорте, в образовании, в религии, там, в воспитании. Он всегда показывал личный пример. Он тренировал и сам боролся. Он любил футбол, например, и сам в футбол играл. Имеется в виду, у меня всегда дома был такой, знаешь, как авторитет. Не просто там отец, который сидит на диване, это сделай, то сделай, принеси, который курит и смотрит с утра до вечера футбол. Да. Нет, у меня был личный пример дома. И я всегда старался, для меня всегда был отец такой глыбой, откуда я черпаю энергию, мотивацию, пример. Так что я стараюсь то же самое давать своим детям тоже. Не знаю, насколько у меня это хорошо получается, это только время покажет. По тем возможностям, которые у меня есть, то, что невозможно, конечно, не могу делать, у меня тоже есть определенные ограничения.
И самое большое ограничение это то, что я занят, то, что Да. у меня времени мало. Но каждая свободная минута я стараюсь уделить детям. Это, я считаю, что это самое большое вложение в наших детей, это внимание и личный пример. Быть рядом с ними и показывать, говорить, что нужно делать. И дети, когда растут, у них в головах бывает очень много вопросов, и на них надо ответить. Отвечать правильно, что, как, зачем, для чего это все делается. Не просто так, они растут, смотрят и делают то, что хотят. Они должны получать также и ответы тоже. Так что вот этот момент я стараюсь не упускать. А хотя я только когда карьеру закончу, у меня еще дети маленькие были, и мне чуть повезло, что когда я карьеру уже закончу, они еще ничего не понимали. То есть в своем осознанном возрасте, который они сейчас являются, да, что-то понимают, спрашивают. Я не был бойцом, они не знают. Вот, например, мне сын говорил, вот Ислам Махачев хорошо дерется, а папа, ты так дрался? А он даже не помнит, что я дрался. Что? Как ты отвечаешь на этот вопрос? Я Мне говорю, просто ну интересно. вот до ислама я там был, говорю. А сейчас у нас ислам идет. Ислама тоже отец тренировал. Я ему рассказываю вот эту всю историю. Ну, он пока молодой, пока не понимает. Я ему говорю, ну так, почти на одном уровне. Я говорю, да, до его уровня, конечно, мне далеко, говорю, смотри, как он дерется. Но я тоже там выступал. Там. Кстати, он еще даже мой пояс не видел. Надо будет ему показать. Будешь ли требовать со своих детей результатов, если не таких, как с тебя требовали, но близких? Может быть, в других видах спорта, либо, может быть, не в видах спорта, может быть, да, в других делах. В спорте я, ну, пока что не буду. Пока, я не знаю, поменяется у меня мнение или нет, я точно не буду, но в образовании, да. В образовании я с них буду требовать, и требую тоже. И я считаю, что воспитание и образование – это основа, то, что мы должны заложить в наших детях. Для меня это очень важно и на первом месте. Ну, отец всегда говорил, на первом месте воспитание, на втором образование у него было, на третьем только у него был спорт. И отец всегда с меня требовал сперва воспитания, поведения там, и так далее. Потом было образование, и я такой. Потом уже, когда уже повзрослее стал, уже понял, что это важно, да. Без образования, да, без умственного развития невозможен результат. После чемпионата мира 2009 мне подарили, тогда мне 20 лет. Ничего себе. Мне подарили машину, отец забрал, отец говорит, нет, у тебя не будет машины. На машине буду я ездить, а ты будешь тренироваться. Я говорю, хорошо. Отец ездил на нем. Мы жили у дяди, и мы все, ну, чуть тесновато жили. Я вот после боя приехал, я купил квартиру. Квартиру купил, это 2014 год. Ну, это была необходимость. Каждый бой приезжал, я отцу деньги давал. Это было начиная с первого боя, заканчивая там до последнего. И отец тоже никогда, он не умел тратить деньги, там, одеваться, там, у него не было к этому никогда стремления, желания. И я думаю, что тяги, он в эту сторону он смотрел чуть-чуть по-другому. И в этом плане мне было легко. И всегда мы расходовали там на нужды, там. Только необходимое в целом. Потому что окружение же тоже имеет большое значение. Даже сейчас у меня в окружении из родственников и так далее, там, получается, какие-то возможности у меня есть, но в основном где-то процентов 80, ну 70 это точно, люди все нуждающиеся. Так что... Чтобы тоже не смущать и так далее. Это одно из... И, ну, нету просто, не знаю, никогда не хотел, чтобы я ездил там. Без излишков, короче. Человек этим никогда не сможет доказать, вызвать уважение или симпатию людей тем, что ты живешь хорошо. Меня один раз упомянули Forbes. Я, со Степногорска столько звонков у меня не поступало. И что, в долг? Ну, в том Или в числе, рассрочку? да, в том числе. Ну, либо просто дай миллион. Да. То есть, Эти моменты у меня, я с этим живу просто каждый день. Я с этим каждый день живу, и я к этому отношусь с пониманием, потому что у каждого человека свой мир, да, в голове. И каждый видит, что то, что он видит. Да, я просто и не виню тоже, и сам тоже устаю от этого тоже, честно сказать.
Постоянно дай, тоже надоедает. Вот будет 40 миллионов, да, или там 400 миллионов. Никогда людские проблемы ты не решишь деньгами. Все дело в голове. У меня была жизнь, когда у меня не было денег, и есть жизнь, когда я с деньгами живу. Я считаю, что без денег она более счастливая жизнь. Человек всегда должен в чем-то нуждаться. Есть атрибуты людей, есть атрибуты Всевышнего. Вот то, что имеет Всевышний, и то, что имеет человек. Человек, у него все, скажем, ограничено. Будь это зрение, деньги, власть, сила. Вот когда человек богатый становится, у него деньги, у него уже ему нужно полететь куда-то, там, купить билет, там, купить одежду, купить машину, купить квартиру, что-то купить. Он уже не нуждается в Всевышнем. Человек, когда уже не нуждается, он больше не обращается к Всевышнему. У него уже есть все. Вот захотел — покушал, захотел — полетел, захотел — увидел, захотел — купил, захотел — приобрел. Все, что хочешь, у него есть. И вот эти деньги, они человека отдаляют от Всевышнего. А для меня это самое главное, чтобы я сохранял баланс, чтобы я не потерял. Почву. Не потерял вот эту почву под ногами, чтобы я чувствовал, знаешь как, как отец мне иногда говорил, барзометр зашкаливает. Барзометр, знаешь, у него, говорит, барзометр зашкаливает, его надо чуть-чуть прикрутить. Имеется в виду в какой-то момент потеряться, думая, что у него уже все есть. А деньги приводят к этому человеку. Когда у человека есть деньги, и у него нету головы, все это уже очень опасный человек. Он становится опасным для близких, для родных, для друзей. Если у него нету головы, и он не может это все правильно израсходовать. И в конце подытожить скажу, что один человек, я имя не буду говорить, его цитата была, она очень сильно мне понравилась, и я запомнил ее сильно. Благотворительность – это вещь, которая требует правильного подхода. Имеется в виду правильного менеджмента. Ты не можешь благотворительностью заниматься, как тебе хочется. Даже когда ты даешь, ты должен смотреть, кто, что, как, кто это видит, а кто не видит, кому ты дашь, а потом другой увидит. А у него есть другой брат. Ты одному дашь, а другой же посмотрит. Да, можно навредить. Если даже тот брат его, но между братьями тоже бывают искры, волны. Так что в этом плане это деньги, когда приходят, ты не можешь просто так захотеть деньги. Они придут к тебе, капнут тебе на счет 50 миллионов долларов, и все, у тебя будет все хорошо в жизни. Нет, оттуда и начинаются все проблемы. Так что я к деньгам отношусь как к проблеме. Да, я их стараюсь заработать. С одной стороны, люди могут сказать, ну ты же строишь бизнес, ну ты же... Да, этим я занимаюсь, но одновременно я не хочу, чтобы эти деньги вошли в мое сердце, чтобы этими деньгами я жил. Они пусть, да, лучше, чем будут у тебя в голове и в сердце деньги, лучше пусть они будут на руках. Они уйдут, они и придут. Ты можешь холодно относиться к этому. Да. Но когда они уже зайдут у тебя в сердце, в голову, все, ты уже и к потере будешь тяжело относиться. И к деньгам, которые ты не заработал, будешь тяжело относиться. То есть ты уже начнешь жить этими деньгами. И эти деньги уже будут тобой управлять. А когда у тебя на руках есть, ты можешь отдать, ты можешь сохранить. Они тобой не владеют. То, что у тебя на руках есть, ты всегда сможешь выкинуть, когда надо убегать. Ты же понял? Ну, сейчас ты избегаешь проблемы, значит, получается. Получается, мы счет закрываем. Не. Сегодня но когда вы придете в следующий раз, придется платить. В эти тяжелые периоды, или когда было там все относительно легко, или, может быть, даже сложность состояла не в проблемах, а наоборот, когда слава настигла, или, может быть, в других аспектах, насколько помогала вера в эти моменты? Только вера и помогает. Больше ничего не помогает. Я даже удивляюсь людей, которые не верят, что есть предопределение, есть воля Всевышнего. Есть вещи, которые мы не контролируем. Например, кто-то может проиграть, или у кого-то могут быть там определенные потери в жизни. Мы просто живем, и иногда мы думаем, что что-то к нам приходит, потому что вот мы такие классные, вот мы такие хорошие, умные, сильные. У таких людей, я думаю, что у них никогда не будет ни счастья, ни порядка в голове. У них всегда будет где-то волнение, у них всегда будет, скажем так, суета. А
А есть люди, которые верят, что все, что приходит, это все от Всевышнего. Мы, как мусульмане, да, мы принимаем. Есть вещи, которые мы хотим. Если то, что мы хотим, Всевышний дает, хвала Всевышнему, да, но то, что результат, когда приходит, который мы не хотим, не ожидали или нам не хочется, это воля уже Всевышнего, это выбор Всевышнего. Мы это тоже принимаем, потому что выбор Всевышнего всегда лучше, чем выбор, наш личный выбор. И опять-таки это тоже уже, скажем так, на любителя. Кто-то верит, кто-то не верит. Это личная жизнь, личное пространство каждого человека. Мы никак не можем судить другого человека, потому что он не верит в то, что мы не верим мы. И для меня это всегда было удивительно, как люди справляются с тяжелыми моментами, если они не верят в Всевышнего. Например, родилась дочь или сын, и он умер, его не стало. Много же таких ситуаций. Да. Очень много. Ну, дети же тоже умирают. И не все справляются с этим и психологически. Как с этим справиться? Вот ты не веришь во Всевышнего. У тебя нету никакой веры, что есть Божья воля там, и так далее. Вот как этот людей, к чему он ссылается? Вот мне интересно вот этот момент. Я взял с собой двоюродного брата. Мухаммад его зовут. 0 в футболе. Он чисто любит индийские фильмы. Базар Джексон, Шакрухан. Он сейчас поймет, о ком я говорю. Короче, беру его на футбол. Футбол, летим в Париж, там играет ПСЖ Ливерпуль. Ух ты ж. Прихожу, я сажусь, я понял, там какой-то чемпион Формула-1, какой-то этот. Потом, из кого я знаю, там Мекелеле, Джаркаев здесь сидит. Это никогда еще? Леонардо Ди Каприо. Да, все, короче, вот эта заряженная ложа. Вот это фото. Джаггер там. Да, Бекхэм, все, короче, сидят. Я пришел, и у него суета, он туда смотрит, сюда. У него суета. Куда бы ни посмотрел, везде знаменитость, да. А мне футбол важен. Я ему говорю, просто, я говорю, меня оставь в покое, говорю. Следи за своим этим, все, свои дела, меня оставь. Все, мы смотрим футбол, второй там, середина. И он мне говорит, подожди, а наши кто, говорит? Он меня спрашивает. Кто-то... Ты сказал в желтой форме. Я говорю, с кем я прилетел на футбол? Играешь в PlayStation? Я или он? Да. Я играю. Тогда сегодня надо сыграть. Да, Нурлан, сыграем сегодня в фифу. А я совершенно случайно взял с собой Розовый джойстик. свой джойстик. Только не говори, что ты с собой ее С взял. премьеры Барби ты его забрал? Я с собой взял. Почему розовый? Но это не мой, Я это думаю, вам друга. неудобно будет отсюда играть. Адам, Тамби, вы комментаторы 2. Итак, добрый вечер, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на стадионе Камп Ноу. Обновленный стадион. А, у тебя свое управление? Адам да? Зубайраев сегодня со мной в комментаторской будке. Как всегда, уникален в своем деле Тамби. Здравствуйте. Я думаю, что сегодня будет жарко на стадионе Камп Ноу. Такой прогноз погоды. За Реал играет Хабиб Нурмагомедов, а за Барселону Нурлан Сабуров. Мы напоминаем, если Реал пропустит, матч может прерваться. У нас есть фотографии. У тебя есть страница ВКонтакте. Во-первых, у тебя на аватарке, которая не меняется уже 12 лет. Если можно рассказать в 2 словах. Прокомментировать Джафара? Да. Что это за человек, насколько важный человек? Он хороший человек, и он аварец, но с другого села. Город у него другое село, но его отец жил какое-то время у нас в селе здесь, в Кизилюртовском районе, а его брат участник Олимпиады, призер мира, первый призер мира с Дагестана под дзюдо, на Олимпиаде боролся, если не ошибаюсь, в Афинах. 4-й год? Да, 4-й год в Афинах, и у них зал был. Мы к ним в зал ходили, мы там долго тренировались, Джафаровский маленький зал был, потом они убрали, большой зал сейчас построили, очень большое влияние оказали на развитие дзюдо в Дагестане. И отца друг был очень хороший, младший отца был. И поставил с ним фотку, и она также и осталась. Не стал менять. Я думаю, что она... Покажи меня там. Я думаю, и он постарел. У него что-то лысина, это волосы у него ушли уже, нет уже. Да. Слушай, кстати, ты всегда сохранял, ты всегда коротко стрижешься. Не думал ли, Выбора не было. Не было, да? Прикинь, да, если вот так я вот с этими волосами... Вот так вот бы.
Я с этими волосами домой не зашел бы. Да. Это 100%. Это Не дело в только том, я, что- отец в зал тоже никого не пускает так. И не пускал. Все... Ни одного человека. Самые большие волосы, отец говорил, только у меня здесь. Так, ну, в стендапе они мне, слава богу, не мешают. А вот эта фотография, судя по всему, судя по камням, ты тут на воротах. Да, мы по пенальти. Мы по пенальти здесь играли. Это я где-то помню, в предгорье? Не, это в горах. Это Это прям в горах. 2000 метров над уровнем моря. Я на воротах тоже нормально стою, если что. Завтра Да? тебе покажу. Все. Ну, завтра я на воротах не буду стоять. Я пошел переодеваться. Ну неплохо, конечно, да. В разных местах бывал. В Барселоне, в Милане. Не играйте. Проверил. Мура, ты идешь туда на ворота. Давай. Амби, пошел. Нурлан, сюда. Ажи, давай будешь играть. Куда иди? Братья, чуть слушаем друг друга. Слушаем вдвоем на одного. Адам, ты берешь на себя Хабиба. Раз, два, три. Вот с Исламом. Да, это уже это здесь. здесь. Это уже как раз топ. Это то поле, которое мы. Нет, это другое. Это вот здесь рядом поле. Мы здесь почти 15 лет каждый день У зарядку вас уже делаем. тут бутсы в порядке, я смотрю, да? Я сейчас тебе Уже. скажу, это, по-моему, 12-й год. Так, вот следующая фотография супер интересная. где ты находишься? Это вот хотелось бы. Это все у тебя ВКонтакте, в ВК. Да. Галерея, открытый доступ. Это Да? не то, чтобы я взламывал. или Я там. давно не видел их. Вот это что за фотография? Это что за легендарное место? Это же мое место всегда было там. Это мансарда наша. Ага. Я это Где здание она сам находится? строил. Ассистент, который Принеси, подай. самые тяжелые работы делает. да. Которые двое просто У нас стоят. была в горах база, на первом этаже была столовая, на втором была мансарда очень большая.
И там могли 50-60 человек спать. Но все спали штабелями только на полу вот так. Да. И наверху спали, внизу кушали, и рядом городок был, лес, хвойный лес. Бегали. Там бегали, качались, работали, и знаешь как... Это iPhone при этом? Это iPhone. Это, по-моему, 13 или 12 год. Ага. Это уже еще я здесь уже являюсь бойцом UFC, только уже с айфоном. Угу. На тот момент редкость, да. Да, это честно сказать. Утром, обедом, вечером мы здесь тренировались. Ни Wi-Fi, ни горячей воды, ни стиралки, ничего. Мы сами свои вещи мыли. То есть фокус исключительно на... Невозможности не было. Ага. Пришел человек, не то, чтобы это аскетичный образ жизни. Просто так жили. Возвращаясь к отцу, это вот тренировка или это как раз за телефон на беззвучном режиме? Не, он здесь показывает добивание. Ты просто не видишь, когда ты одной рукой отключаешь другую кисть и наносишь локти. Да. Это не каждый человек может понять, что здесь происходит. Да. Но это не наказание, это работа. А есть вот комментаторы какой-то, который нравится вообще? Хабиб? Черданцев. Черданцев? Гусев. Комментаторы детства. Еще был один старый вообще, английский премьер-лига. Я понял про какой. Елагин. Елагин. Можно бить. Можно бить. Да. Это Елагин. А еще в 2008 году, когда Россия, который орал «Домой, домой, Голландия». До свидания! Это Черданцев. Черданцев. До свидания! Как он Пока у вас... Голоден! Пушка знать! А Аршавин как себе, Хабиб? Ой. Лучший игрок в российском футболе. Я тоже так считаю. Новейшая история в российской, не постсоветской. Самый талантливый. Да. Блин, да, он мог, конечно, он, еще. Да, он хорошо играл. Хабиб, пока играем. Лучший состав 21 века, начиная с вратаря, вот 11 игроков. Я понял, ты меня отвлекать хочешь. Лучший вратарь 21 века. Касильяс. Правый защитник. Майкон. О, Майкон хорош. Майкон был очень хорош. А Недвед? Там 100% идет Карвахаль. Последние 10 лет, что он демонстрирует. Альба, мне кажется, получше, нет? Альба, он же левый. Мы вправо? Правый, да, да. справа. Дай! Гол! Моему голову так не радовались, ладно. Не, ты молодец, ты молодец. Хабиб, а ты больше бокс или ММА? Если выбирать... Ты помнишь этот вопрос, Смиса? Кто задавал? Было такое, напомни. Девушка, да, все, я смысле? В Питере, когда Как странно Ислам было. дрался. Она хотела, по-моему, спросить, стойка или борьба, Наверное. Или что она хотела спросить, это... Там очень смешно было. Кстати, Хабиб, да, вот ты закончил карьеру именно бойца смешанных единоборств, но если предложат выставочный бой в боксе против какого-нибудь топа из бокса. Вообще не моя тема. Не твоя. Да. И вот эта атака тоже интересна. Аккуратно. Да, пойдем. Сам откуда ты? Мадридовский в атаке. Надеюсь, что он не подается. Как будто подменили его или что. Серьезно, что ли? Да посмотри, он специально вот назад отдает. Честно скажи. Честно сказать, я вот думаю... это сейчас мимо ударит. Ну ладно. Клянусь, не поддаюсь. Мне это вообще не нужно. Если я просто буду говорить, что я выиграл Хабиба, при этом я не буду говорить, что FIFA там. Честно говоря, по молодости я только PES играл. Да, раньше в не 2009 году она была, если честно, лучшая игра. Да. Мне нравилось, как там голы залетали, если честно. А? Реалистично голы залетали. Да. Хорошая игра. 3-2. Вот сейчас по одному выйдем, нам просто надо уже больше пасы играть. У них Аир вышел. Ничего менять не надо, вот и все. Я 4-2 был, они забили только что. Ну, вы должны постараться, чтобы я забил. Давай.
Зачем мне врешь? Давай, может, Я пенальти бил. я не говорю ничего. Пенальти было? Было. Бить не будет. Я не говорю. Он толкнул, и тот толкнул. Я его не толкал. Брат, ты он со был. спины стоял. Как он его толкнул? Нападай на него! Нападай на него! Все нормально, все хорошо. Сейчас аккуратно. Как бы. Брат, можно да договориться, брат. Брат, 2 кофе, 1 гол. Настроили. Легкая несправедливость. На следующую игру после Ислама Хачева приведет. Давай судью Подожди, поставим. оставьте. Судью. Судьи нету, я судья. Я судья. Всегда так было. Ислам Ахачи тоже не поможет тогда. Поможет. Постарайтесь. Два вратаря лучшие игроки. А гол дня, пожалуйста, гол дня. Перевесил аккуратно правой и левой. Понял? Да, но вот Не в этот спеша. момент, конечно, когда Там был момент, да. Да. Не было, этого момента не было. Там был момент. Тогда что, извините на все, что было, все остается здесь на поле. Просто по-другому невозможно. По-другому невозможно. Мы не умеем по-другому. Точнее, я. Понял? Я здесь. Еще разок. Хабиб, у нас есть коробка. Здесь вещи, которые, возможно, будут тебе напоминать о временах твоей карьеры. Первая вот эта вещь — это борцовки. Мы все знаем, что ты мечтал во времена, когда не было денег, купить себе крутые борцовки. Да, было. Так что это вот не тот размер, правда. Да, спасибо. Насколько было горько или немного понимать, что нету борцовок, нету каких-то элементов, которые хотел бы, может быть, ты на ком-то видел, какие-то экипировку, которую сам хотел иметь? Ну, смотри, не мог себе позволить. такого не было, что у меня прям такое было стремление их получить. Но если они были бы, я бы не отказался бы. Но я же понимал свой уровень возможностей. Моей семьи, вот бывает, вот олимпийская сборная, да, которая одевала, вот хотела всегда вот этой формы, борцовок, кроссовок там. Было такое. Форму? Да. Что-то напоминает тебе какой-нибудь случай? Словарь Ожегова? Словарь Ожегова, да. Да. Я ее все переписал. Это в качестве наказания было? Отец заставил тебя переписывать? Не, это была ежедневная работа, которую я обязательно должен был по 10 страниц переписывать. Сколько заняло это по времени? Ну, я ее пару раз переписывал. Да, и меня что вот самое больше злило, Да. и было неприятно, что эти страницы, они были очень тонкими. Ты там переворачиваешь разок 30, да? И как будто ты ничего не перевернул. Я вот сюда всегда смотрел. У меня очень большое это. Ну, каждый день я ее переписывал. Вот это все надо было там, запятые, точки там. И отсюда я с очень многими терминами тоже знакомился. Будешь практиковать со своими детьми? Обязательно. Обязательно. И я считаю, что это очень сильная вещь, когда человек читает и пишет. Во-первых, они заняты хорошим делом. Во-вторых, они используют свое время правильно. Не там где-то за компьютером или там играми. Но сейчас же это очень актуально. Раньше такого не было. Раньше нас забирали с улиц домой. А сейчас уже детей не могут с дома на улицу отправить, потому что они сидят там в гаджетах, в телефонах, перед компьютером. Там, Тебе не было обидно на странице какой-нибудь 200-й, что зачем я этим вообще занимаюсь? Честно сказать, я не понимал вообще. Но у меня не только такие занятия были. У меня бывали занятия, что я рыл ямы там иногда просто так. Не только лучше я. уж словарь переписывать, да? Честно говоря, легче было рыть ямы, потому что это физический труд. А именно вот этот умственный труд, когда ты читаешь и пишешь, она сильно утомляет. Проверяли ли тебя? Конечно, Мог ли ты Отец где-то... проверял, он не ленился, он мог просто сидеть, проверять, смотреть. И ему никогда не было. Он смотрел ошибки там. Ты не думаешь, что ты раз где-то... А если, конечно, я половину халтурил. просто... Не, я халтурил. Но бывали что моменты, что он может поймать
Ты рассказывал уже историю, когда ты поехал в Бразилию с футболкой про джиу-джитсу. Да. Вот еще одна футболка сборной Бразилии, это Роберто Карлоса. Я услышал, что отец говорил тебе ее надеть вместо этой футболки. Бразильскую футболку, чтобы я вышел, чтобы понравиться. Чтобы это было в плюс, в позитив. Да. Ты же выбрал путь. Мы чуть-чуть, это уже не было согласовано с отцом. Ага. Я даже помню, отец не был этим доволен. Он говорил, что это было на грани фола. Он так выражался. На грани офсайда. Да. Чуть-чуть вы там переборщили, он так То говорил. есть Ну, так, барзометр чуть... зашкаливал. Да. Зашкаливал. Ага. Такой момент был. Да. Ну, здесь это Приора, которая тебе подарили в 2010... Это хэтчбэк. Хэтчбэк. Не тот, да? Не, это тот. А, тот? Да, это хэтчбэк. Нет, тогда подарили белую, но она черная. Ну, нормально. Из вещей осталась здесь еще вот шапка. Авигари? Да. Это вдруг ты мечтал? Когда ты рос, было очень популярно это? У нас в Махачкале это очень сильно популярно было. Не, у нас в Ребята, Черногорске... которые посмотрят на Авигари, скажут, они мой возраст сильно поймут. Я не знаю, почему она была У нас в Черногорске были популяррны просто шапки. Просто теплые именно шапки, на Авигаре у нас чтобы было, не замерзнуть. Вот моего возраста ребята все знают. Они очень многие потеряли их тоже со своей головы. Да. Но это уже зависело от того, насколько у тебя большие мышцы. Ну, улица, как-никак. Да. Там другие правила. Вот здесь у нас фотография с рестлерами. Это ты смотрел и... Я смотрел. Я смотрел, я знаю, вот это Тебе Голдберг. прям нравилось с детства? Это Голдберг, Холк Хоган. Это знаешь, какой год? Это 96-й год, 97-й год, когда мы все... Мне очень сильно. И они бывали под утро, они выходили. По какому каналу это показывал? НТВ. НТВ, да. По НТВ. НТВ показывал бокс, Лига чемпионов и рестлинг был. Хорошо, теперь Хабиб для людей, которые мало связаны, которые не так много знают про Дагестан. Лянга, что ли? Да. Она чуть-чуть такая вялая у тебя. Вялая, да. Так, кто это сделал? Я их сам тоже делал. Мы в детстве делали ему сами. Знаешь, как их делали вообще? Это шерсть. Как свинец делали, ты знаешь? Нет. Не знаешь, да? Аккумулятор бывает от машины, старый аккумулятор. Ее разбираешь, там внутри бывают такие сетки. Так. Ты их берешь, закидываешь в баночку от сгущенки туда. Берешь эту банку, цепляешь на железку и делаешь огонь, и это греешь на огне. Эту баночку делаешь чуть-чуть, чтобы заливать, и на кирпич делаешь ямку, чисто вот такую, и туда заливаешь. Я даже на ногу горячий свинец, когда он кипятится. И все, и где-то месяц я не мог ни бегать, ничего, я помню. Но получилось? Да, конечно. А ты играл в шелянку? Нет. Я нет. хорошо играл. Только... Особенно в сапогах хорошо. Да, ровно в кроссовках ее тяжело играть. Это детство, короче. Так. Ну вот это у тебя что-то такая... Слабая, да? Да, видно, кто-то подогнал тебе. Да. Ну ничего, троечка. Также упоминал вместе возле кубков про Расула Гамзатова. Поэтому его книга с его стихотворениями, поэмами в качестве подарка. А книга какого года? Вот это мне интересно. Какого года? Это кто? Это он сам расписался, что ли? Это он расписался, да. На этой книге, что ли? Да. Это очень серьезно. Я обязательно ее прочту. А откуда, если не секрет? Это вот были на это ресурсы. Нет, так-то я тоже могу связи подключать чуть-чуть. Но это мне больше понравилось, чем слова Рожигова. С ним у меня ее поприятнее будет да. переписывать. Да. Писать я не буду, но прочту. Да. Хабиб, мы тебя хотим поблагодарить, потому что, в первую очередь, долго не выходил, не давал интервью. Просто с тобой провести время было приятно. Так что спасибо, что согласился. Для меня лично честь с тобой побеседовать, с тобой разделить несколько часов. Так что от души благодарим тебя. Спасибо. Большое спасибо. Очень приятно, взаимно. Взаимно. Ты тоже такая легендарная личность, но в творчестве. Не в боях. Спасибо, спасибо. Эти видеозаписи тоже с
со скоростью оставь, не делай. Бокс оставь для боксеров. Сюда не лезь. Потому что нужно быть осторожным со своими желаниями. Ты же понял? Да. А так взаимно.